В глухой деревне жил инвалид по имени Андрей Соколов, бывший разведчик, вернувшийся с войны сломленным не только телом, но и судьбой. Осколочное ранение в спину навсегда приковало его к инвалидной коляске. От прежней силы и выправки остались лишь воспоминания и постоянная боль, которую приходилось глушить лекарствами. Единственным его домом стал старый полуразвалившийся домик у трассы. Местные власти отдали его почти даром, желающих жить в такой глуши не было. Но для Андрея это было спасением. Вдали от жалости и сочувствующих взглядов он мог чувствовать себя нужным. С детства он умел чинить технику и постепенно стал известен среди дальнобойщиков как мастер на все руки. Люди приносили ему старые радиоприемники, навигаторы, электронику. Он брал копейки, но находил в этом смысл жизни. Однажды по дороге из магазина он заметил на обочине окровавленного зверька, маленького рысенка, сбитого машиной. Андрей, не раздумывая, забрал его домой. Навыки полевой медицины, оставшиеся со службы, помогли выходить животное. Несколько дней рысенок был между жизнью и смертью, а Андрей кормил его из пипетки, согревал и лечил. Вспомнился рассказ деда, который во время войны спас волчонка, и тот потом возвращался к нему. Тогда это казалось сказкой, но теперь Андрей понял, между человеком и зверем действительно может возникнуть связь. Он начал насвистывать особую мелодию, которой когда-то научил его дед. Рысенок запомнил этот звук. Когда зверь окреп, Андрей отпустил его в лес, но через несколько дней рысь вернулась. С тех пор она приходила регулярно, просто сидела рядом, словно охраняя. Даже участковый, заехавший однажды по делам, стал свидетелем того, как огромная рысь ласкалась о коляску Андрея, как домашняя кошка. Так продолжалось до одного осеннего вечера. К дому подъехала потрёпанная фура. Двое пьяных дальнобойщиков, злые и уставшие, решили выместить раздражение на беспомощном инвалиде. Сначала издевались, потом один из них толкнул коляску. Андрей упал на землю. Его били, унижали, а потом ворвались в дом. Лежа на полу, он понял – это конец. И тогда он начал свистеть. Ту самую мелодию. Из темноты вырвалась огромная тень. Рысь атаковала мгновенно. Один из нападавших погиб на месте. Второй в панике сбежал и сам вызвал полицию. Когда приехали врачи и участковый, рысь сидела рядом с Андреем, не подпуская никого. Она ушла только тогда, когда его погрузили в скорую. Дело закрыли официально, смерть в результате нападения дикого животного. Но в деревне знали правду. После этого история о человеке и рыси разошлась по всей округе. К Андрею стали приезжать люди, привозить продукты, детей, послушать рассказы о войне и о дружбе с диким зверем. Рысь продолжала навещать его, иногда даже приводила детенышей. Дом у трассы стал местом, где люди вспоминали, что добро возвращается. А в лесу вокруг никто больше не охотился, будто все знали. Это территория, где зверь однажды спас человека так же, как когда-то человек спас зверя.